Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, с новым узорчиком. Итак, напоминаю сразу же, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Пробуйте образцы вязать из любой пряжи, не только из такой, которую показываю я. Но я, в свою очередь, рассказываю о ниточках, которые непосредственно применяю в сегодняшнем образце. Итак, ниточки у меня сегодня называются Alize Baby Wool. Видите, еще написано Bambo. Значит, сразу же, пока не забыла, покажу вам цвета. Передаются на камеру, конечно, ярче. То есть вот голубой он передается ярче. Написано 19. Итак, что же это за ниточка? Смотрите. Смотрим. В моточке в 50 граммах находится 175 метров. По составу это 40% шерсть, 40% акрил и 20% бамбук. Видите, бамбук. Итак, нам советует производитель, говорит, берите, вот видите, крючок от единички до троечки, чтобы у вас все получилось. Сегодня у меня крючок будет очень большой, длинный. Называется он тунисский крючок. Видите? Большой. И я беру 3,5 миллиметра и буду вязать сегодня крючком вот таким. Напоминаю, что вы точно так же читаете аннотацию к своей пряже, подбираете крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 2 петельки. Давайте, например, я наберу 30 воздушных петелек и еще одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого я набираю 31 воздушную петельку, ну а вы набираете сколько вам будет удобно. Напоминаю, что мы крючок держим как спицу, да, видите, он такой длинный, поэтому мы держим вот таким вот образом, иначе ну просто неудобно. А все остальное точно так же. Для начала делаем петельку фиксации. И при наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот мой будущий образец. Далее смотрите, вот у нас петелька на крючке. Так? Мы, получается, от нее отсчитываем одну петельку и в следующую петельку, во вторую петельку ныряем нашим крючком, вытягиваем ниточку и вот так вот держим на крючке. В следующую петельку цепочки точно так же ныряем, вытягиваем ниточку, держим на крючке. И так далее. Шагаем в каждую петельку цепочки и набираем по петельке на крючок. Все несложно. То есть ваша задача просто себя проконтролировать. То есть количество петелек на крючке должно быть ровно столько, сколько вы набрали петелек цепочки. То есть если я набрала 31 воздушную петельку, у меня должно получиться 31 петелька на крючке. Понятно, да? У вас может быть больше, может быть меньше. Самое главное, себя контролировать. Все. И вот так вот вы потихонечку набираете петельки до самого конца ряда. Давайте самостоятельно набирайте и в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте, несложно. У вас получится. Так, смотрите, вот мы набрали на крючок все наши петельки, посчитали, сами себя проконтролировали. Дальше смотрите, что мы делаем. Получается, мы делаем вот так вот. Ну, естественно, берем как нам удобно, да, кто поближе, кто подальше. Смотрите, берем вот так вот, захватываем ниточку и провязываем сразу же 2 петельки. Повторяйте, оп. Далее 1 воздушная петелька, вот так вот, оп. Теперь смотрите, берем петельку, захватываем и провязываем 3 петельки. То есть 1 петелька на крючке и 2 вот эти петельки. Итого 3. Поняли, да? Смотрите, 1, 2, 3. Есть. Далее 1 воздушная петелька, вот так вот. Теперь опять 3 петельки. 1 петелька на крючке, вот это вот, да? И вот эти 2 петельки, которые идут с нашего наборного ряда. Опять провязываем вместе. 1, 2, 3. Угу, поняли? 1 вот так вот воздушная петелька. И опять провязываем 3 петельки вместе. Берем ниточку. 1, 2, 3. Угу. То есть у вас должна получаться вот такая вот картина. Вот, видите? Как вот 2 ножки такие вот. Опять воздушная петелька. И вот наши 3 петельки. Опять провязываем. 1, 2, 3. Понятно?
Несложно, берите поудобнее крючок и провязывайте до самого начала ряда самостоятельно. В начале ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала свой ряд практически до конца. Сейчас буду показывать, как мы будем с вами заканчивать ряд. Итак, на крючке остались 2 петельки. Так, мы вначале делаем воздушную петельку, а теперь я хочу добавить новый цвет. Вы можете добавлять, можете не добавлять. Кто добавляет, повторяйте. Итак, вот я беру новую ниточку, так, и вот эти 2 последние петельки провязываю новым цветом. Оп, все, ничего сложного, ниточка добавлена. Далее воздушная петелька. Теперь смотрите, я ныряю, вот, видите, ножки наши, да, правая ножка, левая ножка, назовем так, да. Я нырнула, получается, перед ножкой, вот в эту арочку насквозь, захватила свою голубенькую ниточку. И смотрите, что делаю, провязываю. Раз, два, три. Угу. Далее, смотрите, вот мои ножки, раз, два. Я берусь, получается, за передние стеночки, вот таким вот образом. И, смотрите, вытягиваю ниточку, оп, и подтянула на высоту, получается, моих 3 петелек, вот этих вот, которые набирала воздушные. Далее опять ныряю, вот видите, арочка. Вот они, ножки, раз, два, ножки, раз, два. Между ними арочка из воздушной петельки. Нырнула в арочку вот в эту. И точно так же 3 петельки делаю воздушные. Раз, два, 3. Понятно? Далее, получается, вот мои ножки. Берусь за передние стеночки. Вот таким вот образом. Ниточку захватываю и вытягиваю на высоту моих 3 петелек. Все. И вот таким образом шагаю дальше. Нырнула насквозь, вытянула ниточку, провязала 3 петельки. Раз, два, 3. Так. Далее. Ножки, да, беру за передние стеночки. Раз, два. Вытягиваю ниточку, подтягиваю на высоту вот моих 3 петелек. Понятно? Вот такая вот красота по итогу получается. И я таким образом провязываю до конца ряда. Раз, два, 3. Далее за ножки взялась и вытянула ниточку на высоту 3 петелек. Все. Не сложно? Как вы думаете? Я думаю, что не сложно. Давайте вот так вот самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите. Вот мы провязали наш ряд практически до конца. Как мы заканчиваем наш ряд? Итак, вот получается в начале 3 петельки, да, я провязала. И у меня остаются, вот они, видите, последние 2 ножки. Вот они, 2 ножки. Точно так же я берусь за них, вытягиваю ниточку. Все, ряд мой закончен. Угу. Теперь смотрите, что я делаю дальше. Беру ниточку и провязываю вот эти вот 2 петельки вместе сразу же. Оп, понятно? Петельку и косичку. Далее у меня идет воздушная петелька. И теперь я провязываю, смотрите, получается вот эту петельку, которую я только что сделала, и петелька, вот моя петелька вытянутая, и косичка. Поняли, да? То есть опять 3 петельки вместе. Смотрим. Раз, два, 3. Поняли? Воздушная петелька. И опять вот эту петельку провязываю, вторую, третью. Опять берем ниточку. Раз, два, 3. Угу. Воздушная петелька. Опять взяли ниточку, провязываем. Раз, два, 3. Воздушная петелька. Берем ниточку, провязываем. Раз, два, 3. Как вам? Угу. Не сложно? Не сложно. Давайте самостоятельно вы возвращаетесь вот к началу ряда, и я вас здесь встречаю. Смотрим, что в итоге получается. Получится очень красиво. Все, давайте. Так, смотрите, вот провязали до конца, ну, вернее, да, до начала нашего ряда. Вот такая красота по итогу получается, как мы заканчиваем ряд. Вот мы провязали последние 3 петельки, так. Опять делаем одну воздушную петельку. И вот эти 2 петельки я буду провязывать, но буду провязывать, возвращаюсь я к своей беленькой ниточке. Переключаюсь опять, да. Вы можете переключаться и на третий цвет, ничего такого страшного нет. Можете возвращаться к первому, можете провязывать все одним цветом. Итак, смотрите, аккуратненько, сильно не тяну, чтобы край не зажулькать. Все, переключилась. И опять здесь воздушная петелька. Подтягиваю, получается, свою голубенькую ниточку.
И теперь буду провязывать все то же самое, что я делала, только буду провязывать именно беленькой ниточкой. Итак, в первую арочку нырнула, вытянула ниточку, провязываю 3 петельки. Раз, два, три. Далее смотрим. Вот мои 2 петельки. Одна петелька от косички, другая вытянутая петелька. Вот я их точно так же захватываю за переднюю стеночку и вытягиваю ниточку. Оп, на высоту моих 3 петелек. Опять ныряю насквозь, не промахнетесь, да, арочку видите. И опять провязываю 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Далее, вот мои 2 передние стеночки, 2 мои петелечки. Я за них берусь и вытягиваю ниточку. Оп, опять на высоту 3 петелек. Все, и вот так вот шагаю до конца ряда. Арочку четко видно, петельки передней стенки четко видно, да? Видите? Беремся за передние стеночки, вытягиваем ниточку и подтягиваем на высоту 3 петелек. Все, вот давайте шагаем до конца ряда и в конце ряда опять встречаемся. Договорились? Несложно. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот какая красота у нас получается. Опять провязали практически до конца ряда, да? У нас остаются вот эти вот 2 капелечки, 2 петелечки, и мы провязываем их точно так же, как в предыдущем ряду. Опять вот 3 воздушные сделали, беремся за наши передние стеночки и вытягиваем ниточку. Оп, на высоту 3 петелек. Дальше что мы делаем? Захватываем ниточку и провязываем в начале 2 петельки, так, воздушная петелька. А потом мы будем провязывать по 3. Ну, вы уже поняли, да? То есть все. Мы принцип узорчика, я так думаю, что поняли. Ряды у нас повторяются. Одна воздушная. И дальше 3. Одна воздушная. И дальше 3. Все. Несложно? Я думаю, несложно. Берете ниточки, какие вы хотите. Можете взять одного цвета, можете взять 2 цвета, можете 3, можете на ваше усмотрение сколько хотите, какие хотите. И все, принцип узорчика понятен. Сейчас вы возвращаетесь, получается, назад, провязываете по 3 петельки. Тут я сейчас буду опять переключаться на голубенькую ниточку. И все то же самое повторяю. Потом возвращаюсь, потом на беленькую переключаюсь. Опять провязываю, возвращаюсь. Несложно? Несложно. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Но уже видно, что будет очень интересно, здорово. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков, с крючка еще не сняла, наверное, еще повяжу. Очень интересно, очень быстро, очень красиво по итогу получается. Лицевая сторона, изнаночка, все ровно, все аккуратно, пряжа мягусенькая. Можно данный узор использовать, смотрите, в топиках. Гляньте, как будет интересно, да, необычно. Можно, конечно, демисезонная пряжа. Что это может быть? Шарфики, это могут быть жилеточки, почему бы нет, кофточки летние. Классно вообще будет. В один цвет, в два, в три, в четыре, неважно. В любом случае, смотрите, как интересно, да, получается. Опять же, зимний вариант. Что? Снуды, почему бы нет, кофты, кардиганы. Класс, конечно, класс. Ну и что, что дырочка, да? Но в этом изюминка данного узорчика. Как вам? Давайте замерим красоту. Я, получается, набирала 31 воздушную петельку. Сколько в моем случае при моей пряже, при моей плотности вязания, да, мой крючок, это у меня получается, ну вот 16 с хвостиком, да, сантиметров. Как вам? И здесь получается у нас 2 ряда одного цвета, да, получается 2 ряда другого цвета. Да, девчата мне написали, что тунисские, получается, ряды считаются в одну сторону и в другую сторону. Это один тунисский ряд, да, мы провязываем 2 ряда, но один тунисский, поэтому считаем тунисскими рядами. Получается это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и как бы я уже начала 9, да, обратно вернусь, будет уже 9. Вот, ну и, естественно, наш первый, получается, у меня наборный ряд туда-сюда, 10. Ну, вот так вот посчитаем, то есть 10. Итак, возьмемся вот так с крючка. Вот, смотрите, 10 сантиметров. Как вам? 10 рядочков, 10 сантиметров. Конечно, тянется вот так, тянется вот так. Вы берете любую пряжу, из любой пряжи вяжете, пробуете, смотрите, как будет тянуться. То есть один и тот же узорчик при разной пряже смотрится по-разному. Пробуйте, обязательно экспериментируйте. Ну что, как вам сегодняшнее видео, как вам сегодняшний узорчик? Я надеюсь, что понравился. Не забывайте ставить лайки.
Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Себе сохраняйте в плейлисты, вяжите в удобное для вас время. И смотрите видео в удобное для вас время. Ну что, всем ровных петелек. Пока-пока.